Надо сказать, что практически все заболевания сердечно-сосудистой системы имеют связь с неправильным питанием. Действительно, мы то, что мы едим, и те продукты, которые мы употребляем в пищу, напрямую влияют на здоровье наших суставов. И с возрастом эта проблема становится крайне актуальна, потому что атеросклеротические бляшки имеют свойство накапливаться. Они будут ухудшать скорость нашего кровотока и увеличивать шанс развития инфаркта или инсульта. Именно поэтому нужно обращать внимание на наш рацион питания. Если мы за этим следим, то жить мы будем дольше и лучше. В этом ролике я расскажу о тех продуктах, которые забивают наши сосуды, наносят значительный вред и которые непременно стоит исключить из нашего рациона. Так что досматривайте ролик до конца, будет очень интересно и полезно. Итак, если вы спросите, какой продукт является самым вредным для сосудов, который просто стоит на первом месте, это трансжиры. Трансжиры это не какой-то отдельный продукт, а это добавка, которая содержится в очень большом количестве в пище, лежащих на прилавках продуктовых магазинов. Я уже не раз говорил, что трансжиры это очевидное зло, с которым во многих странах пытаются бороться и запретить. Трансжиры по-прежнему активно используются, и производитель боится писать в составе открыто, что продукт содержит трансжиры, поэтому они маскируют и пишут «содержит растительное масло». Весьма скрытая формулировка, за которой, как правило, на самом деле стоят трансжиры. Например, если мы покупаем в магазине пачку печенья, и если на упаковке написано растительное масло 99%, вероятность, что это трансжиры. Или могут писать еще гидрогенизированное масло. Что такое трансжиры? Трансжиры – это ненасыщенные жирные кислоты, которые получают промышленным путем преобразования жидкого жира в твердый. Гидрирование сделало масло более стабильными и менее склонными к окислительному прогоранию. Трансжиры имеют твердую или полутвердую консистенцию, аналогичную текстуре жиров животного происхождения. Трансжирные кислоты, как известно, улучшают вкус и продлевают срок хранения пищевых продуктов. Поэтому с 1890-х годов они широко используются во всем, от крекеров и печенья до фастфудов, таких как картофель фри, бургеры и хот-доги. Но ряд крупных исследований показали, что по вредному воздействию для наших сосудов трансжиры являются чемпионами. Они в наибольшей степени способствуют развитию атеросклероза, то есть образованию холестериновых бляшек, которые в свою очередь закупоривают наши сосуды. Вследствие все это ведет к сердечно-сосудистым катастрофам. Как избегать трансжиры? Как я говорил, трансжиры в больших количествах находятся в кондитерских промышленностях. Это тортики, кексики, различные печенья, некачественный молочный шоколад, выпечка и так далее. Другой источник – это маргарин. Маргарин, разумеется, никогда нельзя употреблять в пищу. Лучше сливочное масло. Кстати говоря, в составе продукта зачастую в описании пишут содержание маргарин. Вот такое тоже не надо покупать. Фактически маргарин – это и есть концентрированная трансжировая масса. Следующий продукт, который губителен для наших сосудов – это сахар. И сахар тоже занимает одну из лидирующих позиций в плане разрушительности воздействия на здоровье наших сосудов. А в чем проблема? А все дело в том, что сахар, особенно рафинированный, то есть легко усваиваемый, способствует подъему сахара в крови, и это увеличивает темпы перманентных микровоспалений. Перманентные микровоспаления – это естественный природный механизм, который обеспечивает наше старение и образование хронических заболеваний. Поэтому те, кто едят много сахара, с возрастом начинают выглядеть старше своих лет. И это не только внешне, но и внутренне тоже. Внутренние органы страдают от сахара и сосуды в том числе. Это проявляется развитием атеросклероза и тромбообразования. И в итоге большая вероятность инфаркта или инсульта. А если мы едим трансжиры вместе с сахаром, то получается просто гремучая смесь. Например, какой-нибудь сладенький тортик. Ну хорошо, а если какая-то более-менее безопасная доза сахара, потому что полностью исключить его практически невозможно. Сахар он есть везде. Мы даже хлеб покупаем в магазине, даже в хлебе есть сахар. Что уж говорить про многие остальные продукты. В общем-то, относительно более-менее безопасная доза сахара это до 30 грамм в сутки. Конечно же, чем меньше, тем лучше.
но вот больше 30 употреблять не стоит. И имеется в виду не только сахарный песок, который мы добавляем в чай или кофе, а весь сахар в течение дня, который мы употребляем. В том числе и скрытый сахар, который содержится в кондитерской продукции, в различных соусах, даже в консервированной фасоли. Идем дальше. Следующий пункт – это переработанное мясо. Сюда будут относиться сосиски, колбаски, ветчина и так далее. Лучше отдавать предпочтение натуральному, чистому куску мяса, который мы самостоятельно приготовим. Так вот, в чем проблема с переработанным мясом? Во-первых, это опять же содержание трансжиров, потому что любой мясной продукт может считаться местным продуктом, если в нем содержится мясо хотя бы на 10%. То есть, понимаете, да? Вы делаете колбасу, в которых добавляет 10% мяса и 90% непонятных ингредиентов. И это на абсолютно законных основаниях является местным продуктом и получает годный сертификат госстандарта. На упаковке можно поставить значок госстандарта, и все будет по закону. И, конечно, у производителя появляется очевидный соблазн производить тот же колбасу дешевым сырьем, в том числе имитировать более дорогие животные жиры при помощи более дешевых гидрогенизированных трансжиров. Еще одна проблема переработанного мяса – это излишнее содержание соли, о котором я ранее говорил. Чрезмерное употребление соли может провоцировать повышенное артериальное давление, а повышенное артериальное давление за собой тянет целый клубок проблем, потому что при повышенном давлении у нас и холестериновые бляшки будут более активно образовываться и повысится риск тромбообразования. И еще одна проблема с переработанным мясом – это повышенное содержание нитрозаминов. Они в свою очередь канцерогенны, и доказано, что чрезмерное употребление переработанного мяса повышает риск развития рака кишечника. Если сделать анализ, то можно сделать следующие выводы. Наша продолжительность жизни и наше качество жизни напрямую зависит от здоровья наших сосудов. С возрастом крайне важно следить за их состоянием. И наиболее вредные продукты, которые губительны для наших сосудов, это трансжиры. Это большие дозы сахара и чрезмерное употребление соли. Так что, зная эти факты, вы будете буквально вооружены и всегда сможете смотреть на этикетку, анализируя состав продукта. Напишите в комментариях, какие продукты вы часто едите или от каких продуктов вы полностью отказались. Будет очень интересно. Если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Берегите себя и будьте здоровы! Друзья, на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!